Линейка смартфонов Huawei P преобразилась в линейку Pura. Зачем? Для меня тоже большой вопрос. По-английски это произносится как Pura, по-русски Pura, где-то еще наверняка по-другому. Понятно, что это происходит от слова pure, чистый, но зачем так усложнять жизнь собственным маркетологам? Но побухтели и ладно, у нас здесь флагман флагманской линейки Huawei Pura 70 Ultra. Интересен смартфон не названием, а дизайном, автономностью и, главное, камерой, которая снимает быстрые объекты. Сейчас все расскажу. С вами Axibiti.com. Поехали! Дизайн, надо сказать, на любителей. Не в том смысле, что он для тех, чьи вкусы весьма специфичны, а просто он не универсальный и очень наполненный деталями. Кому-то он наверняка очень понравится, а кто-то предпочтет что-то другое. Плоское, черное и однотонное. Сзади смартфон имеет покрытие под кожу с рисунком. У нас здесь коричневый вариант, такой ретро, а еще на глобальном рынке доступны зеленый и черный. Больше всего вопросов, конечно, вызывает блок камер. Он большой, многоступенчатый и при этом несимметричный. При толщине смартфона около 8,5 мм камеры выпирают еще почти на 5 мм. И это в сложном виде. При запуске приложений камеры основной модуль выезжает еще на миллиметр-полтора. Выглядит и, кстати, звучит это довольно эффектно, но ведь это механически подвижный узел, он по определению довольно уязвим. Но Huawei говорит, что объектив рассчитан на 300 тысяч вот таких выезжаний, плюс к тому смартфон защищен от воды на уровне IP68. Чехол Logic в комплекте имеется, тоже под кожу, тоже с рисунком, но более контрастным, и в нем и без того тяжелый 230-граммовый смартфон ощущается еще более массивным. Но я вот уже пару недель ношу его именно так. Хотя защищать чехлу особо нечего. Заднюю пластиковую панель разбить невозможно, он скорее закрывает торцы и углы. Но они и так металлические и вряд ли сильно пострадали бы при падении. Кнопки на боку крупные, удобно нажимаются. На нижнем торце есть динамик, но пары сверху у него нет. Делать стерео ему помогает разговорный динамик. Зато сверху есть инфракрасный порт. Тот самый старый добрый порт для управления всяческой техникой. И приложение для этого даже предустановлено. Края экрана сделаны не такими загнутыми, как раньше, и для изображения это точно жирный плюс. Китайцы очень уж любят делать флагманские смартфоны округлыми, но, может быть, они начали о чем-то догадываться? Стекло это фирменный Куньлунь, причем уже второго поколения, называется Crystal Armor. На экране с завода была пленка, но ее можно смело снимать. Само стекло не покрывается даже мелкими царапинками, в отличие, кстати, от той самой пленки. Экран достойный по качеству картинки. 6,8 дюйма, OLED, 1260 на 2844 пикселя, яркость до 1500 нит. Мерцание на низкой яркости нет за счет очень высокой частоты модуляции шим 1440 Гц. Частота обновления 120 Гц, а цветовой охват близок к DCI-P3 или чуть больше него в зависимости от профиля. Не нравится, что даже если выбрать в настройках частоту экрана строго 120 Гц, то она может опускаться ниже, до 60, например, просто потому что смартфон так решил. Но это, к сожалению, сейчас распространенная самодеятельность. На процессоре официально говорят только название и то, что у него 8 ядер. Это Kirin 9010. Неофициально известно, что у него одно ядро Taishan Big, 3 ядра Taishan Mid и 4 ядра Cortex A510. Bloomberg со ссылкой на разборщиков рассказывал, что этот чип производится по 7-нанометровой технологии в Китае на заводе SMIC. Ну и в приложениях с информацией о системе можно увидеть название GPU. Это Maliun 910. В Antutu смартфон получает чуть меньше 1 миллиона баллов, и это заметно ниже 1,5 миллиона, которые набирают конкурирующие флагманы, которые в массе своей построены сейчас на Snapdragon 8 Gen 3. Но в жизни это не мешает, система не тормозит, тяжелые игры играются, по крайней мере, поначалу. Вот если смартфон сильно нагреется, то производительность у него заметно просядет. В общем, смартфон, пожалуй, не для тяжелых игр, а для дела и легких игр. Оперативной памяти у смартфона 16 гигабайт, флеша 512, правда это только лишь UFS 3.1. И расширить этот объем нельзя, слоты есть только под карточки Nano SIM, 2 штуки. Виртуальных слотов eSIM здесь тоже нет, и это для флагмана как-то не комильфо. 5G, которого здесь тоже нет, россиянам, допустим, не так уж нужен, но вот eSIM-то мы уже распробовали.
Для зарядки в коробке есть довольно необычный 100-ваттный адаптер. У него два разъема USB-A и USB-C, и расположены они впритык, так чтобы никто даже и не подумал заряжать два устройства одновременно. На полную зарядку батареи емкостью 5200 мАч уходит 55 минут, а если не забыть нажать на экран и включить тем самым турбозарядку, то можно уложиться в полчаса. И этого заряда хватает надолго. В режиме чтения смартфон проработал 35 часов, видео с YouTube крутил 25 часов, а в играх он проработал 9 часов. Но главный предмет гордости всех производителей, которые выпускают флагманские смартфоны, это, конечно, камеры. Здесь тройной модуль. Основной, тот, у которого выдвигается объектив. У него дюймовый 50-мегапиксельный сенсор, а еще есть сверхширокоугольный модуль и модуль с оптическим 3,5-кратным зумом. Начнем с основного. Кроме упомянутых достоинств, этот модуль получил переменную диафрагму. Смартфон обычно сам переключается между f1.6 и f4 в зависимости от освещения и расстояния до предмета съемки, но этим процессом можно управлять и вручную. Стабилизация смешанная, и оптическая, и сдвигом сенсора. В автоматическом режиме смартфон делает снимки 12,5 мегапикселей, и это тот редкий случай, когда в переключении в режим High-Res действительно есть смысл. Фотографии не становятся заметно хуже, но детализация возрастает. Качество снимков в любом режиме флагманское. Все отлично с динамическим диапазоном, четкостью, контрастом, нет шумов и артефактов. Цвета получаются насыщеннее, чем в жизни, но это исправляется в редакторе. Телемодуль с 50-мегапиксельной матрицей обеспечивает 3,5-кратное увеличение, а дальше зум гибридный или уже чисто цифровой. Максимальное увеличение 100-кратное, но это полностью лишено смысла. На оптическом зуме картинка отлична и днем, и ночью, а на 10-кратном все уже начинает смешиваться в кашу. У широкоугольного модуля матрица 40 мегапикселей и нет оптической стабилизации. Днем он ведет себя очень неплохо. За макросъемку отвечают сразу два модуля. Если приблизить смартфон к предмету в обычном режиме, то картинка в видоискателе передергивается и появляется надпись «Включен режим супермакро» и включается, собственно, ширик. Но если на линейке зума нажать на цветочек или переключиться в отдельный режим супермакро, то смартфон переключается на телемодуль. И на эту картинку можно даже дополнительно наложить цифровой зум, но и без него получается очень эффектно. Расстояние съемки около 5 см, и как минимум на первое время смартфон становится очень занятной игрушкой для изучения деталей в окружающем мире. Но больше всего Huawei говорила о съемке быстро движущихся объектов. Вообще-то Puro 70 Ultra действительно отлично справляется с этим и в обычном режиме, но можно включить и специальный. Сразу после съемки в галерее видно, как смазанный кадр плавно превращается в очень четкий. Иногда результат получается немного противоестественным, когда кошки, например, просто лежат в воздухе, но это точно можно назвать прорывом в мобильном фото. А вот за что традиционно ругают смартфоны Huawei, это за отсутствие Google сервисов, хотя вины Huawei-то в этом нет. И ситуация с Puro 70 Ultra никак не изменилась. Google покинул здание, App Gallery на месте. Хотя ее-то можно установить на любой смартфон на Android. В App Gallery есть приложения санкционных банков и других компаний, которые уже пропали из Google Play, и есть Gbox, в котором могут работать приложения Google. Ну и есть оплата со счетов российских мобильных операторов. В общем, жить можно. Так что отсутствие Google сервисов можно записать в минусы, но так, карандашком. А вот отсутствие eSIM и слота для карты памяти – это уже весомо. Производительность не совсем флагманская, еще снижается при нагреве. Ну и цена не маленькая – 130 тысяч рублей. Правда, за них еще дают всяческих подарков, например, наушники Huawei FreeBuds Pro 3. Среди плюсов – отличная камера с оптическим зумом, макросъемкой, высокоскоростной съемкой, быстрая зарядка, прекрасная автономность и хороший экран с очень прочным стеклом. А дизайн? Дизайн – это дело вкуса. Таков Huawei Puro 70 Ultra. Флагман флагманов на 2024 год для Huawei. А с вами был iXBT.com. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.